Привет, друзья! Это третье видео по мифам истории Украины. Надеюсь, что первую и вторую часть вы уже посмотрели, а мы идем дальше. Итак, кто-то может сказать, что не стань гетьманщина, о которой мы говорили в прошлом видео, частью русского царства, города были бы еще лучше, чем они стали при Российской империи. Можно бесконечно фантазировать на эту тему, но тут есть очень большое «но». Во-первых, уже в позднем средневековье европейские города были хорошо развиты, не говоря уже за новое время. И во-вторых, территория гетьманщины и так была территорией европейского государства, Речи Посполитой. При этом, как я писал выше, особо ничего развито не было. К тому же, все земли, которые начинались от современных Сум и дальше, назывались очень просто «дикое поле». И ведь зачем по-другому? Поляки получали войска в лице запорожцев, зерно от крестьян. При этом они ничего не вкладывали, и все, что нужно было делать, это просто контролировать, чтобы все так и оставалось. Верить, что вдруг они начали бы относиться к людям, которые жили на этих территориях, по-другому, достаточно наивно. Скорее всего, Богдан Хмельницкий пришел к такому же выводу. Ну что же, считаю, что с темой гетьманщины мы закончили. Давайте идти дальше. Давайте перенесемся в послереволюционное время, а точнее говоря, в 1918 год. Поговорим об УНР, Украинской Народной Республике, о гражданской войне на территории бывшей Российской империи и об одном из эпизодов этой гражданской войны. Точнее говоря, о бое под Крутами. В каждом городе на Украине есть улица Героев Крут. В школах читали лекции о Героев Крут. И даже сняли фильм на тему боев под Крутами. То есть это такая достаточно популярная тема. Давайте разберемся, о чем рассказывали, например, на тех же лекциях в школах. И что было на самом деле. Чтобы понять, почему произошел бой под Крутами, нужно вернуться немного назад и понять, почему произошло вооруженное противостояние, война между УНР и РСФСР. Для начала, что такое УНР, Украинская Народная Республика? Это государственное образование на территории современной Украины, провозглашенное Третьим универсалом Украинской Центральной Рады в федеральной связи с Российской Республикой в ноябре 1917 года, после свержения Временного правительства России. И да, вы не ослышались, все верно, УНР была в подчинении РСФСР. В конце ноября 1917 года разгорелся конфликт между Центральной Радой УНР и Совнаркомом РСФСР. Тут есть очень интересный момент, и я просто не могу обойти его стороной. В декабре 1917 года Совнарком Советской России направил к открывающимся в Киеве Первому Всеукраинскому съезду Советов манифест украинскому народу с ультимативным требованием к Центральной Раде, которым подтвердил право на самоопределение за всеми нациями, которые угнетались царизмом и великорусской буржуазией, вплоть до права этих наций отделиться от России, и заявлял о безусловном признании всего, что касается национальных прав и национальной независимости украинского народа, и о признании УНР ее права совершенно отделиться от России или вступить в договор с Российской Республикой о федеративных или тому подобных взаимоотношениях между ними. Очень интересно, не правда ли? Ссылку на полный манифест я оставлю в описании к этому видео. С другой стороны, в манифесте заявлялось о непризнании Украинской Центральной Рады из-за ее двухсмысленной буржуазной политики. В документе содержалось требование к Центральной Рады прекратить пропуск через подконтрольную ей территорию войсковых частей, уходящих с фронта на Дон, прекратить разоружение советских полков и рабочей Красной Гвардии на Украине, а также оказывать содействие революционным войскам в деле их борьбы с контрреволюционным кадетско-калединским восстанием. Совнарком заявлял, что в случае неполучения удовлетворительного ответа на предъявленные требования в течение 48 часов он будет считать Раду в состоянии открытой войны против советской власти в России и на Украине. Это и стало поводом войны между УНР и РСФСР, одним из эпизодов которого и был бой под Крутами. Теперь давайте поговорим о самом бое. Мы пройдемся по тому, что рассказывали в школах детям на лекциях и что же было на самом деле. Миф первый. Участники боя под Крутами были поголовно студентами. Тут давайте просто по логике.
Могли ли студенты вот так собраться, куда-то поехать и оказать вооруженное сопротивление действующей армии? Думаю, что нет. В любом случае, ими кто-то должен был руководить, да и посылать в бой одних кадетов, безопытных бойцов, это было бы просто откровенным безумием и абсурдом. На самом деле, со стороны УНР в бою участвовали 420 человек, 250 офицеров и юнкеров первой украинской военной школы, 118 студентов-гимназистов первой сотни студенческого курения, около 50 местных вольных казаков, офицеров и добровольцев. Далее, неоднократно было сказано, что в бою участвовало всего 300 человек. Ну и куда отсылка, понятно, к 30 спартанцам. Красивый миф, из-за которого взяли и уволили 120 бойцов УНР. Также нельзя сказать, что утверждение нападения России на Украину абсолютно точное. Дело в том, что война шла на территории всей бывшей Российской империи. То есть идет гражданская война, брат идет на брата. И просто по логике не могли все быть за одну сторону против другой стороны. И тут неважно, речь идет об Украине или о России. Оттого и произошло, например, в Киеве восстание против Центральной Рады. Советскими войсками командовал Михаил Муравьев. Однако логично, что солдатские ряды составляли сторонники советской власти, а не именно выходцы из РСФСР. И уже не миф, вкратце, что именно произошло. Если честно, на фоне повсеместных боевых действий гражданской войны это просто мелкий эпизод. В самом начале боя наступавший советский отряд попал под обстрел занявшими оборону бойцами УНР. После этого основная часть бойцов УНР, видимо видя бесперспективность, ну или же просто не захотел зря умирать, предварительно разобрав рельсы, укатила в Киев. В это же время разыгралась очень сильная метель, из-за которой часть отступавших заблудилась. По другой информации, это был разведывательный отряд оборонявшихся, который вернулся на станцию, не зная, что она уже оставлена украинскими отрядами. Историк Солдатенко писал и о другой группе бойцов, взятых в плен на станции Круты, о 8 раненых, отправленных в Харьков, где они бежали из госпиталей, куда их устроили на лечение. То есть, скорее всего, взвод из 34 человек по собственной оплошности попал в плен уже после боя. 6 из них были ранены. Их посадили в поезд, отправили в Харьков и впоследствии отпустили. 27 оставшихся бойцов студенческого отряда, а также 2 обнаруженных на самой станции офицеров были расстреляны. То есть расстреляли не всех. Многие уехали. Часть была отправлена в госпиталь, и они остались живы-здоровы. И только небольшая группа людей была расстреляна. Трагично ли это? Да. Ужасно ли это? Конечно. Более того, непонятно вообще, почему произошел этот расстрел. Как я и сказал ранее, командовал советскими войсками Михаил Муравьев. Отличился Муравьев казнью пленных и в других городах, а также расстрелом бывших офицеров императорской царской армии. Кстати, террор в отношении мирного населения в Киеве, в частности, например, те, кто говорил на украинском, связывают также именно с Муравьевым. В отчете о своих действиях Муравьев писал: «Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам. Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении 3 суток пылал ярким пламенем». Впоследствии этот же человек устроил восстание и сам уже был расстрелян советскими войсками. Как я говорил ранее, история весьма сложная штука, и многие вещи в ней весьма неоднозначные. Ну а мы идем дальше. Есть в Украине такой праздник, называется День соборности Украины. Итак, поговорим, что такое вот эта соборность. Я ради интереса спросил сотрудников на своей работе, что это такое, и никто не мог дать однозначного ответа. Аналогично мои знакомые также затруднились с ответом. Этот день означает день подписания 22 января 1919 года акта объединения УНР и ЗУНР, Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики. И вот вроде бы все ясно и понятно, только не все так просто. Даже территории УНР не полностью совпадают с границами современной Украины. Вот так выглядела карта на момент провозглашения независимости. По крайней мере, юридически УНР существовала с 20 ноября 1917 года по ноябрь 1920 года.
Однако фактический контроль в 1919 году, несмотря на заявленные даже большие территории, чем первоначально, был лишь на западной части Украины. Но если границы УНР хотя бы только немного заходят за границы соседей, то с УНР ситуация куда интереснее. Итак, перед вами территория Западноукраинской Народной Республики. Существовала ЗУНР с конца 1918 года до лета 1919 года. Другими словами, всего несколько месяцев. 1 ноября 1918 года началась Украинско-Польская война. 3 ноября было провозглашено создание ЗУНР. А уже 6 ноября поляки, которые составляли большинство населения Львова и не желали быть частью никакого другого государства, кроме польского, контролировали более половины города, столицы ЗУНР. 21 ноября польские войска взяли Львов, и руководство ЗУНР было вынуждено бежать в Тернополь. К началу 1919 года оставшуюся неподконтрольную Польше территорию ЗУНР контролировали румынские и чехословацкие войска. 22 января 1919 года в Киеве было торжественно объявлено объединение Западноукраинской Народной Республики с Украинской Народной Республикой. ЗУНР становилась автономией УНР, хотя фактически территория уже не была ей подконтрольна. В общем, ну что сказать. Праздник, конечно, хороший, только вот даже фактический контроль территории ЗУНР на момент провозглашения был частичный, а к моменту акта объединения уже, считай, вовсе не было. Как такового признания от соседей, чьей территорией стала ЗУНР, также, разумеется, не было. А это Польша, Чехословакия, Румыния. Аналогично к 1919 году, фактически территория УНР также по большей части уже не была подконтрольна правительству УНР, так как в феврале 1919 года Красная армия взяла Киев. Тем временем продолжалась гражданская война. Киев снова был взят белогвардейцами совместно с ЗУНР и УНР. Впрочем, последние обратно власть не вернули. Вооруженные силы Юга России отказались вести переговоры с Петлюрой и к октябрю 1919 года разгромили его войска. Осенью 1919 года разногласия между руководством ЗУНР и УНР во внешнеполитических вопросах стали непреодолимыми. В конце 1919 года глава ЗУНР Евген Петрушевич денонсировал акт Злухи, акт объединения. Другими словами, на этом моменте соборность и дружба закончились. Ну а у меня на этом, друзья, все. Если вам понравилось, можете поставить лайк. Если очень понравилось, то можете поддержать автора, ссылка для этого в описании. Надеюсь, вам было интересно. Давайте, до скорых встреч. Продолжение следует.